И снова всем привет, с вами Реторн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы начали с вами исследование локации Денедж. И сегодня будем выполнять задание, которое здесь у нас, в принципе, как минимум два задания, еще одна заказ, да, там один. Вот, посмотрим. Вообще удивительно, что здесь есть еще один город с таким количеством заданий. Я уже думал, что Никитака единственный. Вот, а оказалось, что нет. Вообще, конечно, карта в игре очень большая, и путешествовать по ней, в принципе, интересно. Вот. Единственное, что, как обычно, до того момента, когда мы доберемся до основной сюжетки, пройдет, наверное, опять немало времени, потому что после этого я, скорее всего, займусь заказами по остальным вот этим вот бывшим офицерам корабля. Ну и так далее и тому подобное. То есть, как обычно, мы сначала проходим все побочные задания, когда их уже нет, мы отправляемся по основной сюжетке. Я думаю, ребят, что вам тоже интересно посмотреть всю игру, да, то есть все задания выполнены максимально. Поэтому мы с вами проходим именно таким образом. Так, на Арсенелла. Так это о тебе шумит весь порт? Да уж, ты и правда выглядишь пугающе. Она хлопает рукой по стойке, громко хохоча. Добро пожаловать в Денедж. Ну что у тебя? Налью тебе двойную порцию. Ну что ты знаешь о плавучем висельнике? Ее глаза расширяются, она опрокидывает бутылку, ром растекается по стойке. Никто не выжил после встречи с плавучим висельником. Так говорят. Это корабль с мертвецами. Увидишь его на горизонте, уноси ноги. Меня прислал Пьетро. Видимо, мое последнее снадобье не сработало, бедняга. Осталась лишь одна настойка, которая не убьет его. Надеюсь. Называется желчондра. Правда, у меня нет всех нужных ингредиентов. Нужна гнилая максина, неспелый пальмовый камень и пузырек экстракта огненной водоросли. Пусть выльет это все в кружку Грога и надеется на лучшее. Где мне найти ингредиенты? Гнилую миксину поищи в бочках убежища лиходеев. Пальмовые камни можно купить в Сияющем дворе. Она наполняет кружку, но не отдает ее посетителю, выпивает сама. У Харкера из гроба короля обычно есть экстракт огненной водоросли. Он держит его для особых случаев. Будь с ним поосторожнее. Почему нужна именно гнилая миксина? Нам же не нужно, чтобы его вырвало, помнишь? Когда миксина гниет, она выделяет особое масло. Почему ты не дала ему жечь Ондру раньше? Ну, я же перечислил ингредиенты. У него будет лить и сверху, и снизу примерно неделю. Может, даже две. Покажи, что у тебя есть. Понятно. Так, давайте посмотрим, что у нас по этому заданию осталось. Тухлая миксина у меня. У одного из торговцев может быть незрелый пальмовый камень. Так, это здесь, собственно, должно быть. Давайте поищем. В принципе, два всего есть торговца. Сокровищница один здесь. А нет, точнее не здесь, а вот здесь. Пальмовые пластинки. Даже мы сейчас в Сияющем дворе, да. Так. Похоже, здесь тоже нет.
Так, а сколько, ну, получается, все, торговцев больше нету. Бездомная кошка. Эпсилон. Воздействие снижает штраф по состоянию доспеха. А, вот еще Бирна есть. У тебя есть незрелые пальмовые камни? Конечно, но их не надо есть, пока они фиолетовые. Подожди, пока созреют, а то заболеешь. Она почувствует подбородок. Я тебе их продам, конечно, но не трогай их, пока не станут бурыми. Есть такое дело. Так, в гробу короля тоже что-то нужно купить у торговца, точнее у владельца таверны. И второе, последнее у меня есть уже компонент. Гнилая вот эта вот штука в ящиках, мы нашли ее. У тебя есть на продаже экстракт огненной водоросли? Конечно есть, и по хорошей цене, всего 250 пайров. Вот, только будь осторожней, чтобы он не попал тебе в глаза. Жжется так, что то есть, кажется, жжется так, что ты не поверишь. Я такого никому не пожелаю, даже худшему врагу. Хотя, если подумать, врагу, пожалуй, как раз пожелаю. Он усмехается своими словами и отдает вам флакон с экстрактом огненной водоросли. Бедные мои потроха, сейчас сдохну. Моряк раскачивается и стонет, его лицо покрыто каплями пота. Передать ему ингредиенты желчодры. Розанелла сказала, что это должно помочь. Трясущимися руками Питер размешивает ингредиенты в кружке воды, нервно сглатывает, поднимает кружку к губам, пьет. Он ждет, но ничего не происходит, и он мрачно качает головой. Внезапно он страшно бледнеет. Горло у него идет красными пятнами, а рот открывается от удивления. Боги, из другого конца пошло! Пьера подбирает перемазанную рвотой черную жемчужину размером с небольшой булыжник. Он наскоро обтирает ее и передает вам. Получили черный жемчуг. Прости, теперь пойду исподнее стирать. Бормоча проклятие, он убегает. И мы взяли уровень. Хорошо, теперь давайте уговорим волшебницу пойти работать. С возвращением, господин. Я надеюсь, тебе нравится представление. На лице волшебницы застыло скучающее выражение, она вздыхает, закончив говорить. Ты нужна Каландре для ее постановки. Я бы и сама рада к ней вернуться, вот только я задолжала хозяину Харкеру изрядную сумму денег. Она показывает головой на дальний конец стойки. Дурацкие кости подвели меня в самый важный момент. Пока я не выплачу ему весь долг, 7 сотен пайров, я никуда не смогу уйти. Попробуй что-нибудь сделать. Конечно, попробуй. Должно быть, ты и вправду здорово хочешь посмотреть эту постановку Каландры. Что же, если хочешь помочь, я тебе мешать не стану. Что ты можешь сказать мне о Харкере? Я так понимаю, что слухов ты не знаешь. Она понижает голос до сиплого шепота. Кое-кто говорит, что он Красный Король. Знаменитый пират? Я слышал, что он много лет назад пропал в море. Да, я тоже такое слышал. Но некоторые говорят, что он сам подстроил свою смерть, спасаясь от гнева Валианских республик. Эльфийка наклоняется к вам ближе и по секрету шепчет на ухо. И они же говорят, что Харкер — это Красный Король. Облизав уголки губ, она выпрямляется и поправляет прическу трясущимися пальцами. Но его я бы спрашивать об этом не стала, если ты понимаешь, о чем я. У Харкера скверная репутация и взрывной характер. Да и вообще в этом порту никто не любит, когда ты начинаешь копаться в их прошлом. Ладно.
Поговаривают, что ты никто иной, как сам Красный Король, беспощадный пират. Беспощадный к врагам, а с друзьями вполне ничего так. Он прищуривает глаза и смиривает вас взглядом, прежде чем продолжить говорить. Ребята прозвали меня Красным Королем. Я к этому отношения не имею, впрочем, и запрещать им не стал. Он ухмыляется. Видишь ли, Валианские республики разорили моего папашу, так что я решил платить им той же монетой, захватывать их корабли и сокровища. Но я устал от того, что охотничьи корабли садятся мне на хвост каждый раз, как я выхожу в море. Так что я расплатился с командой, вытащил корабль на берег и стал веселым трактирщиком. Другими словами, Красный Король мертв. И ты тоже умрешь, если будешь задавать мне про него вопросы. Дать 700 меди. Мне хочу выплатить долг Терна. Что ж, поймала на тебя в своей сети. Эта баба мягкое сердце за полсотни шагов чует. У нее прямо какой-то нюх на это. Удивительно. Он заговорчески кивает вам, словно и не называл вас только что простаком, готовым за так расстаться с деньгами. Но видишь ли, в чем дело? Мне куда выгоднее держать ее тут, прижатой к ногтю. Так что предложение твое я, конечно, ценю, но деньги оставь себе. Что ж, если тебе больше ничего не нужно, то я думаю, мы закончили. Он отворачивается и начинает копаться под стойкой. Когда он наклоняется, вы замечаете у него за поясом пару пистолетов с красными рукоятями. Если народ прознает, что ты держишь в рабынях, не сумевшую расплатиться, то вряд ли они будут тут так охотно играть, а? Как ты считаешь? Разумно, ничего не скажешь. Может, не такое у тебя и мягкое сердце. Задумавшись, он потирает щетину на подбородке, а потом пожимает плечами и ухмыляется, демонстрируя белые зубы. Терна может идти. 1000 благодарностей за то, что выплатил мой долг. Увидимся на представлении. Так, а Манеха что у нас там рассказывал? Ничего. Так, теперь в убежище Лиходеев берем того, который слепой пират. Барками. А что ты скажешь, если я предложу тебе сыграть Атаса в спектакле? Что? Я не актер, да к тому же глаза у меня ничего не видят. Поверь, ты идеально подходишь на роль. Ты и правда так думаешь? Он поднимает голову и поворачивает ее в разные стороны, будто разглядывая себя в воображаемом зеркале. Моя, может, рожа и вправду создана для сцены. Про голос-то я не сомневаюсь. Поверни меня в нужное направление и я отправлюсь на Сияющий двор. Всё. Так, и здесь нам нужно найти какого-то одного Ратуна, по-моему. Нет. Убить Таркара. Убежище Лиходеев. Здесь он может быть. Интересно, а где же он? Мы-то сейчас в убежище, я здесь Таркара пока не вижу. Вот здесь вот стоит где-то. Житель Данержа. Да-да, наверное, на... Вот он, Таркар. Ну что ж, ребят, попробуем. Слабак, в мою команду ты не годишься. Громадный огур со скрещенными на груди руками оглядывает вас с ног до головы. Нисколько не впечатлившись увиденным, он сплевывает вам под ноги. Уходи, убирайся, прочь. Что огур делает Данеджи? Я тебе уже говорил, ищу матросов в команду. И нет, тебя не возьму. За твою голову назначена награда. Ты решил представиться, охотник за наградами? Как любезно. Я окажу тебе ответную любезность, убью собственными руками.
Ну, кстати, смотрите, посреди города драка первая у нас. Фрагмент карты Таркара. На этом клочке побитого жизнью пергамента угадываются знакомые очертания острового архипелага, однако без других кусков карты совершенно невозможно разобраться, где именно находится это место и как туда добраться. На полях написано: «Я даю тебе кусок карты, о мой гениальный друг, с полной уверенностью, что ты непременно сбережешь его. Пусть сокровище порадует тебя в назначенный день». Так, вернуться к Дессираге. Интересно, то есть мы еще какие-то сокровища, видимо, найдем, ребята. Это хорошо, это очень хорошо. Так, ну что ж, здесь все. Отправляемся в Сияющий двор. В ближайших переулках выходит несколько жутковатых на вид костоломов. Ну, давайте пообщаемся, костоломчик. Новый партнер Харкера. А вы с ним уже много делишек провернули, да? Мы с ним не партнеры. Только не надо врать. Тебя видели в гробу короля. Что, Харкер передумал уходить в отставку и нанимает новых бойцов? Пойми, я не могу этого допустить. Думаю, я пошлю ему твою голову в качестве предупреждения. Пусть и дальше торгует Грогом и держит свой клоповник. Так. Странно. Порченный морем гримуар. Кольцо малой защиты. Свет Заририс, раз Кэмрити, часть 2. Так, давайте колечко кому-то пристроим. Так, здесь у нас 2 кольца, здесь 2 кольца. Это у нас у этого только одно кольцо. You must gather your party before venturing forth. Это прям, блин. Baldur's Gate, ребята, Baldur's Gate, да. Если еще не смотрели мое прохождение по Baldur's Gate, то обязательно посмотрите. Великолепная игра, великолепная история. Так, ну что ж, посмотрим представление. Большое спасибо, что вернул нам Терну. Ее погодные знания создают на представлении неповторимую атмосферу. И теперь у нас есть настоящий гигант на роли Атасу. Можем начинать представление? Останься на представление, думаю, тебе понравится.
Она раскрывает руки, словно собираясь поклониться. Вместо этого она щелкает пальцами, и огни на сцене за ее спиной гаснут, возвещая о начале спектакля. Дамы и господа, пираты и разбойницы, вас ждет изысканное лакомство для души. Без дальнейших словословий представляю вам зеленую погибель. Встречаем наши отважные, хотя и молодые команды. Похотливый штурвал и удачливое недомыслие — два корабля, что много дней назад затерялись в море. Что же они искали? Они искали неизвестные ранее острова. Горе и печаль. Не первый месяц в море, а сокровищ все нет. А точно ли эти неизведанные острова существуют, капитан? Мы уже много дней суши не видели. Если бы их было так легко найти, они были бы изведанными островами. А если вздумаешь бунтовать... Земля, земля! Вижу вот такенный ломоть суши на горизонте. Это не остров, это зеленая погибель. Нам конец. Души, золото и слава, все это будет принадлежать мне. Ибо я, бог среди богов, наистрашнейшая угроза в море. Души, золото и слава, вините во всем утренних звезд, ибо это они призвали меня. А теперь я буду пожирать вас. Это конец, я знаю, что это конец, разрази меня, Ондра. Вот так и Атас потопил наш лучший флот. Увидишь зеленую погибель, беги прочь, как от плавучего висельника. Спасибо. Пожертвования и подарки приветствуются. Им нравится, видишь? Боги милосердны, им нравится, и все благодаря тебе. 1500 медью и опыт. Такое чувство, будто я здесь уже бывал. Так, ну ладно. Давайте отдадим теперь голову Таркара. Возвращением. Я убил Таркара. Жаль, конечно, терять такой выдающийся ум, но боюсь, что Таркар не оставил тебе выбора. Опыт. -1. Осталось 3, если ты согласен продолжать. Ее улыбка выглядит радостной, но во взгляде радости нет. Ну что ж, получается, с Данеджем, точнее не с Данеджем, а с этими всеми локациями полностью закончили. Давайте уровень поднимем. Священная жертва. Ну, я помню, что такое священная жертва, не хочу ее поднимать. Дает шанс полностью избежать воздействия вражеского заклинания, повышает урон от критических попаданий. Повышает базовый максимальный запас здоровья, увеличивающийся с каждым уровнем. Давайте так сделаем. Так, Эдер. Пиротехника, выживание. Так, здесь... Усиленные атаки обладают повышенным пробиванием. Дает бонусный урон. 10%. В принципе, ну, неплохо. Думаю. Он же у нас как бы будет дамажить. Или вот это вот. Так, Зоти. Алхимия, религия.
Ну, с заклинаниями тут можно немножко поиграться, конечно. Жрец бросает во врага огненный шар, срывающий защиту и приближающий погибель. Шар наносит длительный урон горением и ускоряет таймеры всех благотворных и вредоносных эффектов, потом перебрасывается на дополнительные цели. Или... жрец светится божественным сиянием, впитывая силу. Став малым воплощением своего божества, он получает бонусы ко всем характеристикам здоровья и урону оружия. Блеф механика. Так. Давайте ему что-то на сосредоточение побольше начального. Монашеский бой, кстати, у него есть прикольно. Увеличивает стойкость, оружие, щит. Повышает защиту атак при выходе из боя. Ладно, давайте тогда вот... да, противник совершает проверку. Статическая реакция. И аллот. Проницательность, тайные знания. Давайте посмотрим что-нибудь из пассивных. Мы ему только активность всегда брали. Дает повышенное пробивание при атаке огнем, у нас уже есть. Масштабирование заклинаний мы уже взяли. Дает повышенное пробивание при атаке электричеством. Электричество мы особо не бьем, по-моему. Усиленные атаки обладают повышенной точностью, повышают урон от критических попаданий. Дает возможность накладывать заклинания на большем расстоянии. Вот это полезно. Все. Уровни мы подняли. Теперь у нас осталось до Неджа исследовать только одну область, в которой мы еще не были. И это область, я думаю, там, где мы встретим всех тех, кого нам нужно встретить. А давайте почитаем, кого нам нужно встретить. Форанте и Форанте. Форанте и Форанте. Хорошо. Ну, наверное, в сигнальной башне. Потому что все остальное мы исследовали. Да укажет тебе путь звезды. Так, двуглазый Пим. Премного Адо Кассита. Взмахнув рукой, капитан кланяется. Когда он наклоняется, из-под его воротника выскальзывает золотой солонет на цепочке. Выпрямившись, он прячет солонет обратно, но вы успеваете заметить надпись. Капитан занимает 3-е место в Консуалиум Эскаситас. Дружеский совет. Осторожней в Донедже. Ты и твоя команда еще никому не известны, а ты уже собираешься нырять в море полное акул. Если одна из них решит тебя цапнуть, Консуалю вмешиваться не станет. Я могу помочь чем-нибудь еще? Есть ли кто-то или что-то в Донедже, чего не следует избегать? Ты наверняка видишь конфликты между стариками и молодежью. Я имею в виду потомков старой Вайли и ценителей ее наследия.
и разнообразных и часто необразованных новых рекрутов. Должен тебя заверить, вербуют их только из нужды, хотя, наверное, не стоит мне бросать камни. У тебя уже есть определенная репутация, и тебе будут рады в гробу короля. Но в Сияющем дворе нужно поостеречься. Слушаю тебя, Кассита. О чем хочешь поговорить сегодня? Расскажи мне о консуале Мэскаситис. Да, это наш совет капитанов. Он кивает в сторону дорогих кресел, расставленных полукругом в дальнем конце помещения. В консуале 7 мест, каждое из которых занимает высокопоставленный капитан из Принчипи. Заседатели собираются, чтобы голосовать по важным вопросам, от которых зависит будущее Принчипи. Чтобы получить здесь место, капитан должен пользоваться поддержкой, обладать политической и физической силой. Фуранте, последний маркиз, занимает место председателя, потому что у него больше всего кораблей. Как ты можешь догадаться, морская волчица Элдис управляет вторым по размеру флотом. У нее второе кресло, у меня третье. Он разминает шею, словно она у него устала. Быть может, ты захочешь присутствовать на следующем собрании консуалио. Почему ты говоришь как полянец? Капитан приподнимает темную бровь. Мы с Фуранте знакомы давным-давно. Много лет я был его первым помощником, а потом у меня появился свой собственный небольшой флот. Он деланно пожимает плечами и обводит рукой комнату. В принципе, нужно брать пример с валианцев. Если, конечно, ты не плюешь на наши традиции и образ жизни, как глупые новички. Хорошо. Ясненько. Какие-то комнаты. Давайте зайдем, посмотрим, что там интересного может быть. Так, комната пустая. Так, капитан Фуранте. На спинке кресла надпись. Капитан Морено проще безумная. Я ее убил уже. Бенвит. Элдис. Фуранте. Капитан Пим. Чара. И Тревесила. Хорошо. Капитан Фуранте. Кастл предупредил меня о твоем визите, но он не сказал, насколько полно ввел тебя в курс дела. Капитан поправляет кружевные манжеты и готовится вернуться к делу. Кастл решил, что тебе может понадобиться помощь. Что ж, можешь ему передать, что я и без этого бы закончил все точно в срок. Просто я был занят другими делами. Он слегка кривится, задумчиво постукивая пальцем по искривленной рукояти своего кремниевого пистолета. Впрочем, он резко и без всякой теплоты улыбается вам. Если ты уладишь для нас это небольшое дельце, я лично прослежу, чтобы тебя достойно наградили. Достойно, довольно отговорок. Просто расскажи мне, в чем дело. Как скажешь. Он подтягивает манжет. Тебе нужно отправиться на круг спор и поговорить с мастером Куо. Он управляет островом. А вот Серафина приоткрывается. Вы чувствуете легкое головокружение, будто смотрите вниз с края мира. Вот же ж гадство, рычит Серафин, его верхняя губа обнажает кривые зубы, ноздри раздуваются. В пространство между ваших ребер входит серебряное ощущение презрения и ненависти. Собирается в районе легких. Серафин отворачивается, ощущение исчезает. Давай карту, я отмечу на ней, где находится круг спора. Полагаю, Кастол уже объяснил тебе, насколько важна в этом деле деликатность. Впрочем, мне... Он вырывает карту у вас из рук. Не отвечай. Поставив на карте черный крест, он дает ее вам и без единого слова отворачивается. Так, сомнительное предложение. Задание обновлено. 2 сапога пара. Помочь капитану Фуранте. Хранитель. Хорошо, что ты здесь. Выпитив челюсть, он довольно улыбается, все шире показывая зубы, при этом ямочка на его левой щеке становится глубже. Привет, капитан. Или я для тебя слишком мелкий, меня легко можно выбросить и забыть? Серафин фыркает, уперев руки в боки и недобрительно наклонив голову. Фуранте потирает свой золотой салунет, на его лице отражаются пролетающие мысли. Потом он улыбается, но улыбка это скорее яростная, чем приятная.
Маленькая морская пташка сообщила мне, что ты разобрался с нашей общей проблемой, негодником Бенватом. Его глаза сверкают. Он усмехается, и ямочка на одной щеке становится еще глубже. Нужно признать, я не думал, что ты оставишь его в живых. Тем не менее, это мудрое решение. Какими бы ни были твои соображения, потом это может обернуться преимуществом. Джеларда, вот за это я тебя многократно благодарю. Я занимался, он сам напросился. Это верно. Фарант задумчиво потирает подбородок. Хотя ты и оставил его в живых, я думаю, что по его гордости нанесен явно заслуженный удар. Давно заслуженный удар. Как я и обещал, для тебя приготовлен подарок. И он мне дает всего лишь плащ защиты. Есть еще одно дело, которое мы должны обсудить. Должен признаться, возникла одна проблема. Для ее решения пригодится твой опыт взаимодействия со сверхъестественным. Мы заметили плавучего висельника среди островов архипелага. А есть его зарисовки? Мне хотелось бы получше изучить этот феномен. Совсем немного, и они довольно грубые. Мало кто выжил из тех, кто видели плавучего висельника. Этот галеон — то, что осталось от Фанферусса. Пугающая легенда. Мы много кораблей потеряли, Амико. И не из-за негодяев Валерии, а из-за плавучего висельника, я думаю. Нам сопутствует удача. Мне удалось подобрать морячку с корабля, потопленного недавно. Послушай, что она тебе расскажет. Отвернувшись в бок, он рявкает приказ. Иди сюда, Селиния. Поскорее, иначе я пролью твою сонную кровь. Он наконец-то улыбается. Костлявая, обожженная солнцем пиратка глядит на вас проницательным взглядом. Она облизывает обветренные губы, но ничего не говорит. Ну, говори, Селиния, и постарайся не опозорить меня перед гостем. Конечно, капитан. Под конец я здорово приложилась головой, но постараюсь рассказать все, как было. Пиратка трогает ушиб на голове сзади, кривится и отводит в сторону черные, полные боли глаза. Фарант вздыхает и устало трет лоб между бровями. Давай, господин, я готова. Готовее не будет. Поежившись, пиратка поднимает на вас свои черные глаза. Кинуть, что с тобой случилось? Я видела, как убили всю мою команду, моих лучших друзей и даже тех немногих, кого я ненавидела. Все они превратились в окровавленные куски мяса. Этот миг, он теперь всегда будет у меня перед глазами. Открытое море. Вокруг только бескрайняя синева. И вдруг туман, такой плотный, что его глотать можно. И из тумана выплывает корабль, словно из ниоткуда. Это была охота, но не за добычей, а за телами. Этот корабль, он выглядел... Она пытается схватиться за что-то на бедре, но ее пальцы находят только воздух. Пиратка скалит зубы. Гнилым. Вся команда была мертвая. Мы не могли остановить их, избежать абордажной атаки. Мы не могли убить их. Мы не могли даже сражаться с ними. Расскажи мне об этих мертвецах. Это было кошмарное зрелище. Кто-то был в одежде, словно они умерли совсем недавно. От других остались только ходящие скелеты. Но одна отличалась от остальных. Одно только ее присутствие ошеломляло, лишало сил. В ее пустых глазницах горело пламя. Вся команда стремилась выполнить ее приказы, даже те, кому, казалось бы, уже нечем было ни видеть, ни слышать. Я так понимаю, она была капитаном. Она пожимает плечами, и ее взгляд уходит куда-то далеко. Флаг плавучего висельника когда-то развивался на мачте Фанферусса из Старой Вайлии. Он принадлежал легендарной воительнице, паладину Даркотцы, некой Люсии Риван. Паладине была доверена охрана правителей дворца. После падения Великой Валии и Паладинии и королевская семья оказалась рассеянной, но даже теперь, спустя 2 века, еще сохраняет какую-то часть влияния. Но Селиния вряд ли знает эту историю. Давай ограничимся вопросами о том, что ей известно. Как вас могли застать врасплох в открытом море? Мы были опытными моряками, мы всегда были начеку. Нет, нас застать врасплох никто бы не смог. Это была какая-то мерзкая магия. Вдруг в один момент затих ветер, улеглись волны. Воздух стал тяжелым. Они обратили против нас и небеса, и море. Потом заклубился плотный туман. Это в полдень-то. И без единого звука призрачный корабль, она проводит ладонью по воздуху, будто скользит, выплыл прямо на нас.
Было слишком поздно. Мы уже не смогли бы от него уйти. Когда это случилось? Она ерошит рукой свои короткие волосы и морщится. Чего не знаю, того не знаю. Я болталась по волнам несколько дней, а то и неделю. Когда у меня вода кончилась, я то теряла сознание, то снова приходила в себя. Наш корабль подобрал ее не больше недели назад. Она была истощена, обезвожена. Бедняжка едва могла говорить. Ну, теперь-то молоть языком я гораздо, верно? Могу и в плавание отправиться. Знаю, вам меня держать нет резона. Она разглаживает рубаху ладонями. Ее пальцы вновь задерживаются у бедра и мнут ткань там, где обычно висит пистолет. У Фуранта дергается мускул на лице, но он не обращает на нее никакого внимания. Может быть, ты еще о чем-то захочешь спросить нашу гостью, прежде чем она отправится в путь? Как ты смогла пережить атаку? Думаешь, я струсила? Ну, да, так оно и есть, кратко фыркает. Она потирает затылок с силой, словно сама хочет, чтобы было больно. Меня ударили по башке, и я ненадолго отключилась. А когда очнулась, они жрали Гнасио, нашего квартирмейстера. Я живо спустила шлюпку и налегла на весла, спасая жизнь. Не знаю, почему за мной никто не погнался, да и знать не хочу. Это все. Селиния бросает взгляд на Фуранта, ожидая его согласия. Когда тот пренебрежительно отмахивается, она прищуривает черные глаза и резко вскидывает подбородок. В этот момент Фуранта вдруг поворачивается, устремляя на нее свой испепеляющий взор. Пиратка испуганно съеживается. Ее сжатые в кулаки руки безвольно опускаются и дрожат. Она нехотя отступает. Она принадлежит Элдис, и вскоре та без сомнения явится за ней. Но с этим мы разберемся в свое время. Фуранта вздыхает. Минуту, хранитель. Он хмурится вдогонку отступающей Селине и краснеет от гнева. К чему эта секретность? Подождать, пока капитан заговорит. Позволь, я скажу кратко. Люсия Риван, чей флаг реет над призрачным кораблем, была паладином Дракоци и умерла более 2 веков назад. Я надеюсь, разобравшись в судьбе Риван при жизни, мы узнаем природу ее существования теперь. И это поможет нам одолеть ее галеон. К сожалению, единственный, кто может пролить свет на те события, похоронен в Никитаке. Изир, служитель Бераса, ныне давно покойный. Да, я разговаривал с Изиром. Его брови взлетают вверх. И что это значит? Тебе удалось прочесть его душу, несмотря на то, что столько времени прошло? Изир был смертельно ранен, но отказался умирать окончательно. Вместо этого он возродился в виде нежити, чтобы вечно защищать веру в Бераса. Да уберегут нас боги от дураков, которые сражаются, полагаясь на веру. Но он качает головой так, будто уже поверил вам. Страж смерти? Поразительно и ужасно одновременно. Кажется, тебе удалось найти для нас весьма ценную зацепку. Может, тебе удалось узнать, где искать Риван, или где ее призрачный корабль часто бросает якорь? Кивнуть. Изир выследил Риван после того, как она стала стражем смерти. Они сражались рядом с закатным островом. Капитан задумчиво потирает подбородок. Не припоминаю такого острова. Наверное, теперь он называется как-то иначе. Перекажу лучшим хронистам поискать его название в старых записях. Ты становишься очень ценным приобретением для Принчипи. Подобным приобретением я дорожу. Прими это в знак моей благодарности. Пояс честного капитана. Невосприимчивость ко всем видам толчков и притяжений. Несгибаемая прочность. Телосложение посильно. Внимательно слушай море, Амико. Когда я узнаю что-нибудь важное про плавучего висельника, то обязательно сообщу тебе. Символы смерти. Выполнено задание. Так, сомнительное предложение у нас продолжается. Ну, получается все. Теперь остались только... ну, 2 сапога пара и сомнительное предложение это одно и то же. И вот круг спур нам еще туда. Короче, нас все почти отправляют туда. Вот. Колдун и бездельник вот у Дина в сияющей бане в Никитаке.
Причуды бекарные, понятно. Катрен, госпожа Эспера. Так, отправиться священным ступеням Никитаки, змеином венце Никитаки и причал королевы. Ну что ж, ребят, нас все активно ведут прямо в Никитаку, так что я думаю, что мы сейчас туда отправимся. Давай обсудим твои потребности. Я слушаю, Мика. Напомни мне, что ты знаешь про Ривана и Зира. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, что у тебя появятся. Похоже, у тебя есть план. Да, так и есть. Я не могу пока открыто отправиться в глубины Никитаки, также не могу общаться с мертвыми, но вот ты это можешь сделать. Обыщи храм Бераса на священных ступенях Никитаки. Там находится гробница Изира, а в ней записи о том, как он убил Риван, нашего паладина. Нам что-нибудь известно про Люсию Риван? Насколько я знаю, Риван была паладином Даркоции, которая отправилась на архипелаг, чтобы охранять королевское оружие Старой Валии. Она воплощение Великой Валии, само великолепие, честь, верность долгу. Живой или мертвый, она всегда идет к намеченной цели. И, не знаю почему, но жрец Бераса по имени Зейр напал на Риван. Они сражались насмерть, ну, то есть до смерти Риван, вот на этом самом архипелаге. Вместе с жизнью Риван потеряла и меч, который поклялась защищать. Он потеряет скорбную морщину, пролегшую от уголка рта. Оружие, увы, так найти и не удалось. Может быть, его она и ищет по морям. Кем был этот Изир, служитель Бераса? К сожалению, я мало о нем об этом знаю. Он был айдирским воином, жрецом Бераса. Если верить рассказам, весьма фанатичным жрецом. Он гнался за нашей Даркоцей до архипелага и в конце концов убил ее. Убив нашего храброго паладина, жрец умер. Может от раны, а может от какой-то болезни. Так. Давай обсудим кое-что другое. Мне хочется получше тебя узнать. Амика, знаешь ли ты, как мне удалось так долго прожить, занимаясь пиратством? Не знаю. Он кивает, наклоняется поближе с видом заговорщика. Уж точно не благодаря тому, что выбалтывал свои тайны, кому попало. У меня есть вопрос относительно Принчипи. Кого же еще спрашивать, если не первого заседателя и главу консуалио Мескаситис? Ладно, потом в следующий раз поговорим с ним на эту тему. Так, ну получается все. Если я правильно понимаю, то это совсем все. Этот нам ничего нового не скажет, нет. Все, мы выходим в море и плывем в Никитаку. Черную я, кстати, где-то постоянно видел, но он где-то там справа, по-моему, по карте был. Вы получили важное сообщение от капитана Элвис. Сомнительное предложение. Привет, дорогой мой. До меня дошли слухи, что ты заключил сделку, еще одну, правда, с Фурантой и собираешься разгребать грязь на острове Крукспур. Прежде чем ты отправишься помогать этому говнюку, пожалуйста, загляни ко мне, поболтаем. У меня есть для тебя удивительное и привлекательное предложение. Непокорный будет желанным гостем на причале у форта Мертвый Свет. Твоя самая безжалостная, но верная подруга. Или пусть из меня выпустит кровь, Элдус. И привези еще орешковой карамели. Ты знаешь, как я их люблю. Так. Капитан Теник. Корабль Диковин. Джонко. Так, подождите, что за корабль Диковин? На горизонте возникает корабль и неспешно приближается к вам. Дойти и изучить его. У корабля острые углы и плоский нос, как у Джонки, но он идет не под флагом Роата или другой морской державы. Судя по знаменам, это торговое судно.
Корпус корабля покрыт тяжелой броней, а орудийные порты щетинятся пушками, но по морю судно идет довольно мирно. Приветствовать корабль, приготовиться зайти на борт. Вот это, походу, ребята, одно из дополнений, корабль диковин. Если помните, мы устанавливали бесплатное дополнение. Возможно, здесь мы сможем купить какие-то уникальные вещи. Капитан Тенник. Приветствую капитана. Высокий рост лунного богоподобного и его резкие черты лица выдают эльфийскую кровь, а в акценте явно заметны следы эйдерской речи. Он кланяется, едва сгибая спину. Капитан Тенник, к вашим услугам. Позволь мне первым поприветствовать тебя на борту моей скромной посудины, корабля диковин. Спасибо. Внизу тебя ждут торговцы со всех уголков Эоры. У каждого товара один другого краше. Он указывает на дверь во внутренние покои. Он ухмыляется и показывает один палец. Если ты вдруг решишь, что мы легкая добыча, учти, мы сражались с пиратами и чудовищами на всех морях и побеждали. Решишь с нами воевать, и мы выложим ваши блестящие побрякушки на лотки, а ваши тела отдадим Мондре. Но уверен, что до этого не дойдет. Прошу, мои новые друзья, спустимся вниз и посмотрим, чем располагает корабль. Зидаку. Да и добро пожаловать, Амика. Толстый гном низко кланяется, широко расставив руки. Новый плащ не желаешь? А может, перчатки лучшего пошива? Пояс, расшитый заклинаниями? Ты не похож на моряка. Как ты здесь оказался? Заметно, да? Вообще-то я новичок. Чуть ветер окрепнет, так я за несколько дней зеленею. Предки с позором выгнали бы меня из дома. Он потирает затылок. Дома, в Вайле, я нанялся подмастерьем к знаменитой швее Силане Мес Квинетре. Как-то она поручила мне сопровождать весьма важный груз республики. Приключение ожидалось грандиозное. Вместо этого посудина пошла ко дну, и только милость Ондры и внезапное появление корабля спасло меня от мокрой могилы. Было это 2 года назад. Ты знаешь что-нибудь о корабле? В смысле, откуда он взялся? Боюсь, что нет, дружище. Я бы не удивился, если бы Ондра лично родила его из глубин, чтобы было кому выуживать из бездны то, что ей не принадлежит. Покажи, что у тебя есть. Перчатки тюремщика. Дает запрет. Пленник изолирован от окружающего мира и не имеет возможности что-либо делать. При этом другие тоже никак не могут на него влиять. Полезная штука. Крушак правосудия. Равновесие во всем. Урон по противникам, если их запас здоровья больше 50%, наверное, плюс 10. Урон противника по владельцу тоже плюс 10. Штовской колпак. Деревенский дурачок. Все вокруг владельца не в силах удержаться от смеха. Друзья и враги получают неуязвимость к воздействиям решительности, но их отклонение уменьшается. Минус 1 скрытность. Ну, короче, ребята, тут я думаю, что мы с вами останемся надолго довольно, поэтому будем смотреть. Вот. Пояс из шкуры тролля. Тоже, кстати, продается, смотрите. Я думаю, что мы сейчас с вами закончим эту серию, а в следующей серии мы уже отправимся, так сказать, на базар, да, смотреть, что здесь интересного есть. В принципе, я чувствую, что здесь будет много интересного. Ну а на сегодня это все. С вами был Литор. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. До следующей встречи.